Всем привет, с вами онлайнер, и это цикл «Реальная Россия». В комментариях вы пишете, что у нас какая-то странная география. То Москва, то тайга в Сибири. Да, все дело в том, что наше основное путешествие – это поездка на поезде по маршруту Москва-Владивосток, что само по себе уже очень интересный материал. Мы не ставим целью показать за один раз всю Россию, потому что это просто нереально. Мы иногда останавливаем наше путешествие, выходим на станциях и знакомимся с интересными людьми. Сейчас мы возле Иркутска. В этой части России люди начинают считать себя азиатами, хотя изначально среди основателей города очень много белорусов и поляков. Это будет не совсем обычный выпуск, а скорее что-то легкое, ненапряжное, без душевных историй. Итак, 4-й выпуск «Реальная Россия» из прибайкальского Иркутска. Алена Сипакова, город Иркутск. Я здесь родилась. Я потомок белорусских переселенцев. Но они же себя не называли белорусами. То есть те ходаки, которые шли, да, например, мои предки приехали с Могилевской губернии. Когда они сюда ехали, это был состав Российской империи. И слово «белорус» оно не бытовало. Это уже в 60-х годах, 50-х, когда была БССР, и просто люди вспомнили, что мы-то с тех территорий, сейчас это так называется. Являюсь руководителем областной общественной организации «Иркутское товарищество белорусской культуры» имени Яна Черска. Ян Черский уроженец Витебской губернии, хлопчуком. После восстания 1863 года, ему был 18-й год, но он попал под эти санкции. Да, и оказавшись в Иркутске, он начал исследовать озеро Байкал, провел очень много экспедиций, стал членом Русского географического общества. Он первый человек, который начал формировать архив. В XIX веке они до сих пор актуальны для современных ученых. Да, история повторяется. Белорусы едут в Иркутск, но это очень миграционный поток, очень низок по сравнению с потоком из, например, азиатских республик или с Кавказа. Доля белорусов это буквально там может быть 1 или 2%. Около 30 человек ежегодно. Я сама планировала выезжать из города Иркутска на ПМЖ. Я обдумывала это. И мне приходит письмо от гражданина Республики Беларусь, который задумывал переезд с семьей. И он меня спрашивал, как у нас тут жизнь, как можно людей устроить в школу, чем заниматься, какая есть работа. Честно, удивилась его желанию приехать сюда, приехать именно в Иркутск. Все дело в том, что Иркутский регион входит в программу «Соотечественник» по помощи людям, рожденным в период СССР, которые бы хотели в настоящее время переехать на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Ну, я честно все рассказала. Ну, например, журналисты уезжают, люди артистических профессий, архитекторы уезжают, да, даже врачи. Предположим, травматолог или оперирующий хирург, у которого был возможности в Москве или в Санкт-Петербурге
больше, чем в городе Иркутске. Кому-то нужны деньги, кому-то нужна тусовка побольше, пошире, кому-то нужно пошире профессиональное сообщество. То есть люди, которые задумываются о профессиональном росте, и они видят, что дальше ниша, например, занята кем-то, и ее не подвинуть. Уезжают педагоги, значит, уже меньше будет студентов. Я думаю, что это, наверное, в принципе проблема малых городов. Но хотя мы не малый город, провинция. Если люди едут за ресурсом, значит, им надо дать этот ресурс здесь. То есть это вопрос к властям. Ну, мое-то желание было связано только с тем, чтобы переехать или в Беларусь, или поближе к Беларуси, чтобы чаще бывать в Беларуси. Я весьма патриотична городу Иркутску. Я люблю город Иркутск. То есть на самом деле не так уж все плохо в городе Иркутске. Работают школы, работает дополнительное образование, есть возможность трудоустройства по разным специальностям, экология, чистая вода, которую мы пьем из крана. Ну, такие плюсы есть в нашем регионе. Я это все честно рассказала. Семья приехала. Сейчас они 4 члена семьи, все получили гражданство Российской Федерации, и они абсолютно счастливы. У них 2 детей. Я спрашиваю о судьбе этих детей, где будут учиться дети, поедут ли они получать образование в Беларусь, или они останутся здесь. Пока семья отвечает, что они останутся здесь, родители очень довольны. И очень долго я не видела различия между иркутянами и белорусами. Я вам даже хочу больше сказать. У нас был парень, его звали Аюр. У него папа был белорус, а мама была бурятка. И он себя считал белорусом. Родители разошлись, он ездил к папе в гости в Беларусь. И он говорит, и только 18 лет, когда я приехал в гости, я понял, что я не белорус. Так и я. Разница в менталитете. Все-таки белорусы, они больше европейские. Здесь наш край, он более азиатский край. И вот эта азиаткость, она прослеживается. Вот смотрите, здесь же не просто люди в очереди, как люди ожидают общественный транспорт. Когда я бываю в Беларуси, я же это тоже оцениваю, как люди ведут себя в общественном транспорте. Но мне кажется, вот сейчас вот этот год, 2020 год, мы здесь, иркутяне, тоже стали чуть-чуть лучше, потому что вот эта социальная дистанция и маски, и аккуратность, которую от нас требуют, когда мы выходим из дома. То есть мне кажется, что белорусы, они в эти ограничения очень легко влились. К нам приехали гости, белорусы. Мы проводили форум белорусов мира на Байкале. Я попросила водителя проехать по центральным улицам, ну, чтобы хоть город показать. Вот центральные улицы. Мы всегда считаем, что они у нас чистые, но мы такую оценку не получили. То есть вот получается, что мы уже сами не видим. И я удивлялась, то есть, это как бы чистая улица. Они сказали, нет, это не так. Но здесь тоже нельзя, например, ругать этого человека, который, например, у нас этим занимается. Он старается, он делает все, что... И он думает, что он работает очень хорошо. Просто он другого не видел, ему не с чем сравнить. Почему, еще как раз вопрос к тому, почему сейчас, в 21 веке, не так много белорусов захочет переехать в Иркутскую область. Одна особенность азиатчины – семейственность. Карьерного роста может не случиться, но то есть это должен быть или очень хороший, очень профессиональный человек, и тогда, например, местное сообщество поймет, да, что надо ставить именно этого человека, да, чтобы был успех. Хотя за последние годы, вот прям с 2015 года, как мне это пришло письмо от человека, который хочет сюда переехать,
И в моих поездках в Беларуси я очень часто стала встречать людей, которые вполне серьезно говорят о том, что хотели бы переехать к нам в Иркутскую область. И когда я пыталась выяснить, почему, чем им так привлекательна любовь к Байкалу, я очень часто от многих слышала Байкал, там сила, ресурс. Когда ты сидишь на берегу, смотришь на горизонт, смотришь на волны, просто завораживает.